Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны, и сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий. Поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Сегодня начинаем читать часть 3. Родина ждет. Глава 13. Выбор сделан. В центральном аппарате Министерства иностранных дел СССР Токаевым были очень довольны, что для дипломата важно и приятно. Но и на самой Смоленской площади происходили большие перемены, как и во всей стране. Партийное собрание Министерства обороны СССР дважды обращалось к Горбачеву с требованием привлечь Шеварднадзе к уголовной ответственности за продажу интересов Родины. Его обвиняли во всех смертных грехах, а он обижался на Горбачева, который его не защищал, хотя министр проводил президентскую линию. В конце декабря 90-го года Эдуард Шеварднадзе на съезде народных депутатов внезапно заявил, что уходит в отставку. Я работал тогда в еженедельнике «Новое время» и накануне съезда написал статью, в которой предположил возможность отставки министра. Потом мне звонили иностранные корреспонденты, наивно предполагая, что у меня какие-то особые источники информации. 20 декабря, попросив на съезде слова, Шеварднадзе сказал, что это самое короткое и самое тяжелое выступление в его жизни. Шеварднадзе говорил, что против него развернута настоящая травля. Наступает диктатура, никто не знает, какая это будет диктатура и какой диктатор придет, какие будут порядки. Пусть моя отставка будет, если хотите, моим протестом против наступления диктатуры. 16 января 1991 года на коллегию МИД приехал Горбачев, чтобы представить нового министра, Александра Александровича Бессмертных, кадрового дипломата, бывшего посла в Соединенных Штатах. В Министерстве иностранных дел его назначение вызвало облегчение. Свой прекрасный профессионал. Касыма-Жомарта Токаева ждало новое назначение. Перед новой командировкой он поступил в дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров. Это было приятно и полезно. Исходя из того, что дипломатами не рождаются, и еще в 1934 году при Наркомате иностранных дел образовали институт для подготовки дипломатических и консульских работников. Оргбюро ЦК, занимавшееся кадрами, постановило организовать в Москве при НКИД институт с двухгодичными сроками обучения для подготовки дипломатических и консульских работников, секретарей, полпредств, консулов и вице-консулов, атташе по печати, референтов, секретарей консульств.
Б. Установить ежегодный прием слушателей в количестве 40 человек. В. В институт принимать членов ВКПБ в возрасте от 25 до 32 лет с партийным стажем не менее 5 лет, с законченным высшим образованием и по предварительным испытаниям в объеме вуза. При приеме в институт отдавать предпочтение товарищам, имеющим опыт ответственной партийной, советской и комсомольской работы, а также знающим иноязыки. 21 августа 1934 года газеты «Правда» и «Известия» сообщили, что открывается прием заявлений в дипломатический институт. О новом учебном заведении в Москве прознал молодой директор металлургического рабфака в Каменском в 1936-2016 годах Днепродзержинск Леонид Ильич Брежнев. Не ведая, как блестящая карьера ему суждена весной 1935 года, засобирался в дипломаты, запасся рекомендациями и характеристиками, с волнением ожидал вызова в Москву, но в дипломаты его не взяли. А мог бы Леонид Ильич стать послом, заместителем министра, трудился бы под руководством Андрея Андреевича Громыка. На первый курс зачислили всего 37 слушателей. Как раз в те годы в Москве ожила дипломатическая жизнь. Часто устраивали приемы. Главный давался в Свердловском зале Кремля по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Приходили все советские руководители, некоторые с женами. Гости танцевали, пили и ели до утра. Впрочем, иностранцы быстро убеждались, что соревноваться с хозяевами в питье и еде – дело опасное. К утру иностранные дипломаты теряли форму и с трудом добирались до дома. В 1938 году свободный прием в Институт дипломатических и консульских работников прекратили. В это закрытое учебное заведение зачисляли решением ЦК партии. Протокол заседания Политбюро от 8 номер 8 от 1939 года предоставить слушателям Высшей дипломатической школы НКИД отсрочку от призыва в рабоче-крестьянскую Красную Армию и освободить их от отбывания военных сборов на время учебы в школе. За 4 дня до начала Второй мировой войны, 27 августа 1939 года, нарком иностранных дел Молотов подписал приказ о преобразовании института в Высшую дипломатическую школу, которую отнесли к категории специальных вузов. В 1974 году Громыко добился правительственного решения преобразовать высшую школу в дипломатическую академию, закрытое специальное высшее учебное заведение первой категории, непосредственно подчиненное Министерству иностранных дел СССР. «Наша академия была закрытым учебным заведением», вспоминал один из ректоров. «Она существовала, о ней все знали, но ни адрес, ни телефоны в официальных справочниках не значились. Задача – подготовка и переподготовка руководящих дипломатических кадров. Министр ввел такой порядок. Перед назначением на высшую должность даже опытные дипломаты проходили в академии переподготовку. Касым-Жомарта Токаева очень скоро ждала посольская должность. Лучшее, что может быть в дипломатической службе. Прелести жизни посла понять со стороны невозможно. Не послужишь – не узнаешь. Это самостоятельная, заметная и приятная работа. Дипломат, возможно, одна из самых малочисленных профессий на Земле. Послов в нашей стране всего несколько сотен человек. Послу положена резиденция. Премьер-министр или президент страны пребывания не могут часто приезжать в иностранное посольство. Зато протокол позволяет вечерком неофициально заглянуть в резиденцию посла для откровенного разговора. А дипломатическая служба и состоит в поддержании широких контактов, официальных и неофициальных. Оклад посла исчисляется, исходя из стоимости потребительской корзины в стране пребывания. У посла есть смета на проведение приемов, обедов и ужинов, на поездки по стране, но это не только его деньги. Старшие дипломаты тоже устраивают коктейли и ужины, которые оплачиваются из этой сметы. Все счета отправляются в МИД. На места выезжают ревизоры из центрального аппарата, которые выясняют судьбу каждой копейки. Раз в 2 года дипломату выдают так называемые экипировочные – деньги на приобретение темного вечернего костюма, незаменимого в дипломатической службе. Послу готовит повар или буфетчик, в зависимости от штатного расписания. Послу нанимают горничную, кого-нибудь из жен технических работников посольства. Посла возит самый опытный водитель посольства. Самим садиться за руль послам не рекомендуют. Случись на дороге неприятное происшествие, пусть полиция занимается водителем, а не послом. Если посол, не дай бог, кого-то собьет на дороге,
пострадает престиж государства, а его самого придется отзывать. К тому же послу надо дать возможность на приемах и обедах, а они случаются чуть ли не ежедневно, что-то выпить. Если посол отстраняет протянутый ему бокал, хорошие контакты он не установит. Когда при Горбачеве началась антиалкогольная кампания, министр Громыко запретил подавать спиртные напитки на протокольных мероприятиях и потребовал следить за тем, не пьют ли посольские работники. Такова была высшая воля. Главным борцом с алкоголем стал второй человек в партии, член Политбюро и секретарь ЦК, Егор Кузьмич Лигачев. В советских посольствах перестали подавать спиртное. Нужные и важные люди перестали ходить на приемы. Над нашими дипломатами обидно смеялись, а местные репортеры подлавливали их в магазинах, где они тайком приобретали вино и виски. Не пострадал, кажется, только сам Громыко. Он почти не пил и снисходительно относился к увлечению горячительными напитками только в том случае, если ценил дипломата. Старшие дипломаты, начиная с первого секретаря, должны меняться каждые 4 года, младшие дипломаты – каждые 3. Послам срок пребывания в должности не ограничен, хотя и им не позволяет засиживаться, потому что на Смоленской площади другие ждут своей очереди. Но Касым-Жомарт Токаев не стал послом. На политической карте мира появился независимый Казахстан, и он решительно меняет свою жизнь. Профессор Евгений Петрович Бажанов, который был ректором дипломатической академии, вспоминал: тогдашний премьер-министр Казахстана Сергей Александрович Терещенко собрался с официальным визитом в Китай, и ему понадобился переводчик. Вот Касым-Жомарт и поехал с ним. Итак, главе правительства Казахстана понравился Токаев, что его сразу сделали заместителем министра иностранных дел республики. А ровно через 10 лет, в 2001 году, Токаев в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России защитит диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук по теме «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка». Защитит с успехом. Много лет спустя я спрашивал Токаева: «Господин президент, почему вы тогда на сломе эпох не остались в Москве? Вас ждала прекрасная карьера в Министерстве иностранных дел, где вы уже работали, а вы поехали на родину, где все в ту пору было неясно и непросто, мягко говоря. Вы бросаете комфортное спокойное место и едете туда, где тяжело и опасно. Почему?» Как ни высокопарно это звучит, это патриотизм. К тому же сыграло роль и личное приглашение Нурсултана Абишевича Назарбаева, который сказал: «Бери Шинель, иди домой». И я с удовольствием вернулся. Тем более школу я окончил в Алма-Аты. На тот момент была жива моя мама, она жила в Алма-Аты. И вообще, работая в Москве, за рубежом, я постоянно следил за развитием событий в республике. На тот момент Казахской Советской Социалистической Республики. На сломе эпох жизнь была очень трудной. Все задавались вопросом, что же делать. Серьезные экономисты утверждали, что попытки модернизировать социалистическую систему не получаются, становится только хуже. Надо было либо возвращаться к тому, что существовало до апреля 1985 года, либо создавать принципиально новую социально-экономическую модель. Развитие могло пойти по разным путям. Говорили о привлекательности турецкой модели. Ислам отделен от государства, которое поощряет политический плюрализм и рыночную экономику. Кому-то нравилась иранская модель. Это религиозное государство, которым управляет духовенство. Вполне возможной казалась китайская модель. Жесткость в политике и свобода в экономике. В конце мая 1991 года президент СССР Горбачев 3 дня провел в Казахстане. Руководителю В конце мая 1991 года президент СССР Горбачев 3 дня провел в Казахстане. Руководителю республики Михаил Сергеевич хотел предложить высокий и важный пост. Эти планы Горбачева и подвигли будущих членов ГКЧП на внезапные действия. Накануне отъезда в отпуск 29 июля Горбачев встретился в Новоогареве с президентом России Ельциным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждались самые что ни на есть деликатные кадровые проблемы. Разговор, пишет в своих воспоминаниях Горбачев, шел о том, какие шаги следует предпринять после подписания союзного договора. Согласились, что надо энергично распорядиться возможностями, создаваемыми договором и для республик, и для Союза. Возник разговор о кадрах. В первую очередь речь, естественно, пошла о президенте Союза суверенных государств. Ельцин высказался за выдвижение на этот пост Горбачева. В
ходе обмена мнениями родилось предположение рекомендовать Назарбаева на пост главы Кабинета министров. Он сказал, что готов взять на себя эту ответственность, если союзный кабинет министров будет иметь возможности для самостоятельной работы. Говорилось о необходимости существенного обновления верхнего эшелона исполнительной власти, заместителей премьера и особенно руководителей ключевых министерств. Конкретно встал вопрос о Язове и Крючкове и их уходе на пенсию. Вспоминаю, что Ельцин чувствовал себя неуютно, как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает, а свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойство. Сейчас я вижу, что чутье его не обманывало. Плеханов, начальник 9-го управления КГБ, готовил для этой встречи комнату, где я обычно работал над докладами. Рядом другую, где можно перекусить и отдохнуть. Так вот, видимо, все это было заранее оборудовано. Сделана запись нашего разговора. И, ознакомившись с нею, Крючков получил аргумент, который заставил и остальных окончательно потерять голову. Поэтому заявление ГКЧПистов о том, что им двигало одно лишь патриотическое чувство, демагогия, рассчитанная на простаков. 4 августа в воскресенье Горбачев улетел в Крым, а на следующий день, 5 августа, будущие члены ГКЧП собрались в особняке Комитета госбезопасности АБЦ на улице Академика Варги, дом 1. В служебных документах АБЦ значился как объект КГБ СССР для обучения иностранцев и приема зарубежных делегаций. Здесь встречались высокие руководители ведомства, когда им хотелось отдохнуть и поговорить в неформальной обстановке. В отсутствии Горбачева все чувствовали себя свободно и откровенно говорили о том, что наведение порядка в стране требует жестких мер и нужно их готовить. Договорились, что союзный договор 20 августа подписан не будет, что нужно создать комитет по чрезвычайному положению. Горбачева попросят передать власть ГКЧП, если он откажется, возникнет необходимость его изолировать. 19 августа люди проснулись в стране, над которой нависла тень ГКЧП. Союзный премьер-министр Валентин Сергеевич Павлов, который все дни путча подстегивал себя изрядными порциями спиртного, открыл заседание кабинета иронически. «Ну что, мужики, будем сажать или будем расстреливать?» Но план путча с треском провалился. Сильных личностей среди руководителей ГКЧП не оказалось. Видя, что проиграли, они капитулировали. Августовский путч привел к полному крушению лагеря противников реформ. Радикально переменились настроения в обществе. КПСС и партийные структуры были распущены. Партийно-политические органы в армии, на флоте, в КГБ, МВД и железнодорожных войсках были упразднены. Своего рода революция. И в МИД СССР вновь происходили большие перемены. После августовского путча Горбачев с министром иностранных дел Бессмертных разговаривал очень жестко. У меня создалось впечатление, что вы вели себя пассивно в эти 3 дня. Бессмертных не согласился. Это неправильно. Вам наговаривают на меня. Я единственный из ваших соратников, кто прошел через это испытание. Все были в отпусках, а я старался сделать все, чтобы защитить нашу политику. У меня иная информация, сказал Горбачев. Бессмертных подал в отставку. В иное время Александр Александрович оставался бы министром долгие годы. Он собрал коллегию, рассказал о разговоре с президентом. Провожали его с сожалением. К нему в министерстве относились очень хорошо. Утром 28 августа президента СССР Горбачева соединили с советским послом, пока еще единой Чехословакии, Борисом Дмитриевичем Панкиным. В посольстве аппарат междугородной правительственной связи по инструкции находился в отдельной звуконепроницаемой будке, где было душно и тесно. «Здравствуй, Борис Дмитриевич», – буднично сказал Горбачев, словно они только вчера расстались. «Ты можешь сейчас прилететь в Москву? Если вы вызываете, конечно. Тогда прилетай сегодня же и прямо ко мне в Кремль. Прямо из аэропорта. Речь идет о назначении тебя министром иностранных дел». Это был звездный час Бориса Панкина. Нечто почти неправдоподобное. Его имя в те дни облетело всю планету. Указ о его назначении министром был зачитан по телевидению в 9 вечера. В этот момент он еще находился в приемной президента. Все бросились его поздравлять. Панкин прежде всего журналист, редактор и литературный критик. В 34 года он стал главным редактором «Комсомольской правды». В ту пору одной из лучших газет страны. Либерал по взглядам, Панкин был человеком с высоко поднятой головой, выпеченным вперед подбородком, жестким взглядом и уверенным голосом. В
1982 году решением Громыка он получил назначение послом в Швецию. Шеварднадзе перевел Панкина послом в Прагу. Почему Горбачев выбрал Панкина? Он оказался единственным советским послом, который выразил протест против августовского путча и сказал, что представляет не ГКЧП, а законно избранное руководство страны во главе с президентом Горбачевым. Заняв главный кабинет на 7-м этаже высотного здания на Смоленской площади, Панкин вынужден был бороться за сохранение своего ведомства, потому что российский президент Борис Николаевич Ельцин поставил вопрос о сокращении аппарата Министерства иностранных дел в 10 раз, и Министерство финансов России вообще прекратило финансировать МИД. Понадобилось вмешательство Горбачева. В ноябре 1991 года МИД из соображений экономии соединили с Министерством внешнеэкономических связей и назвали Министерством внешних отношений. Единое министерство должно было координировать работу дипломатических служб союзных республик, но вскоре министерская карьера Панкина закончилась. Горбачев все-таки уговорил Эдуарда Шеварднадзе вернуться на пост министра, но СССР уже прекратил свое существование. 27 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал в Москве на сессии Верховного Совета СССР. Для меня уже стало ясным, что обновленный союз не может быть федерацией. Хватит бежать вдогонку за ушедшим временем. Новоогаревский договор фактически является почти конфедеративным, так что давайте честно признаем и поставим наконец все на свои места. Я призываю немедленно решить вопрос предоставления полной свободы республикам Прибалтики, Молдове, Грузии и всем, кто выразил свое стремление к независимости законным демократическим путем. В новом союзе не может быть ни союзного правительства, ни парламента. Ничего, кроме согласованных отношений между республиками. Казахстан никогда не будет подбрюшьем ни одного региона и никогда не будет ничьим младшим братом. Мы войдем в союз с равными правами и равными возможностями. 2 сентября 1991 года в Москве открылся 5-й чрезвычайный съезд народных депутатов СССР. Он оказался последним. Делегации Литвы, Латвии и Эстонии уже не участвовали в его работе. 3 республики объявили о своей независимости, и теперь, после путча, остальным приходилось ее признать. Горбачев и руководители 10 республик предложили сформировать новые органы управления – Государственный совет в составе президента СССР и высших должностных лиц союзных республик. В Межреспубликанских экономический комитет вместо союзного правительства. От имени президента выступил Нурсултан Назарбаев. Он сказал, что руководители республик договорились подписать между всеми желающими договор о союзе суверенных государств. Имелось в виду заключить экономический союз и соглашение в области обороны с целью сохранить единые вооруженные силы. Президенты согласились поддержать просьбу союзных республик и принять их в ООН. 5 сентября внеочередной съезд народных депутатов закончил работу. Он утвердил все документы, предоставленные президентами. Съезд фактически упразднил сам себя и признал Декларации республик о суверенитете. Прежний Советский Союз прекратил свое существование. Всем спасибо, ставьте лайки, чтобы не потерять нас. Послезавтра увидимся. Пока-пока.